Приветствую вас на канале Техревизор. Давайте представим, что у нас есть максимум 10 тысяч рублей, чтобы найти беспроводные наушники с активным шумоподавлением и с как можно лучшим звучанием. Конечно, при неограниченном бюджете это сделать довольно легко, но при таком разнообразии ассортимента наткнуться на какой-нибудь оверпрайс дно вообще не проблема. А при нашем бюджете и подавно. Поэтому я посмотрел, какие модели нам может предложить рынок, что они из себя представляют, что о них говорят люди и вообще, есть ли смысл надеяться на действительно хорошее звучание, или уж лучше подкопить и приобрести на 100% годную модель. Если бы все варианты оказались недостойными, этого рейтинга и не было бы. Поэтому с последним вопросом уже разобрались. А вот какие конкретно наушники попали в рейтинг и за счет чего у них это получилось, давайте разбираться. Но перед этим я был бы вам благодарен за лайк и подписку за проделанные труды. Усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Шестое место топа занимает Huawei FreeBuds 5i. Действительно отличные наушники с приятным ценником, но мы сюда пришли не только за ценой, но и за качеством звучания. За это отвечает много составляющих. Одна из них – аудиокодек, который передает данные. И чем он круче, тем лучше звучат наушники. Кодек берет песню, сжимает ее, передает на телефон и там распаковывает. И от того, насколько сильно он ее сжал, насколько быстро отправил и насколько точно распаковал, зависит итоговое качество звука, задержка и ваше удовольствие. Конкретно эти наушники поддерживают работу с аудиокодеками AAC, SBC и LDAC. Чтобы это перестало быть набором букв, давайте скажу пару слов о каждом. AAC – кодек, который лучше всего подойдет при подключении наушников к айфону, гарантирует отличную автономность и среднее звучание. SBC – самый обычный середняк, который устанавливается практически во все наушники и лучше отработает при подключении к Android. Ну и LDAC – один из топовых high-res кодеков для меломанов, и достаточно странно видеть его в таких недорогих наушниках. Но на деле по своим характеристикам он далек от реального LDAC, поэтому какого-то невероятного звучания по сравнению с AAC и SBC вы не услышите. Важную роль играет Bluetooth. Здесь стоит приемлемый 5.2, который никак не ограничивает передачу данных, не отваливается и не создает задержек. И плюс хороший шумодав, который не дает мелким раздражающим звукам проникнуть в ваши уши. В этом плане наушники хороши. Ну и по автономности вопросов нет. Вместе с кейсом можно выжать до 28 часов проигрывания. Еще мне понравилась точная работа жестов, то есть как вы их настроили в приложении, так они и будут работать. Двойной тап значит двойной тап. Касание, свайп, все считывается отлично. В общем, отличные наушники для людей, которым не нужны тонко настроенные частоты, а хватит простого шумодава и объемного звучания. Пятая строчка рейтинга за OnePlus Buds Z2. Мне они понравились больше, чем прошлые Huawei, по двум причинам. Первое, они дольше всех в рейтинге держат заряд. Вместе с кейсом наушники способны проработать до 38 часов, и все эти 38 часов наушники смогут играть именно с включенным активным шумоподавлением, а полностью севшие наушники можно подключить к зарядке на 10 минут и получить еще 5 часов беспрерывного удовольствия. Вот такая топовая конфигурация доступна уже на пятом месте рейтинга. Вторая причина – кодеки. OnePlus не стали пытаться прыгнуть выше головы и просто поставили средненькие AAC и SBC. При этом качество звучания осталось на высоком уровне, тем более что ANC глушит кучу посторонних внешних звуков, которые вечно отвлекают. Дополнили это дело Dolby Atmos и получили чистое объемное звучание. Первое время может быть даже непривычно от такой тишины. Слышно больше мелких деталей, глубоких звуков. Даже тяжелая музыка звучит не плоско. Поэтому в приложении можно удобно настроить под себя все необходимое для качественного прослушивания музыки дома, в спортзале или в метро. Наушники поддерживают режим прозрачности, при котором можно разговаривать с собеседником, не доставая затычки из ушей. Управляются OnePlus по тому же принципу, что и остальные, разными комбинациями касаний. Единственное, чего реально не хватает – автоматической паузы при доставании наушника из уха. Однако это доставит дискомфорт только если до этого у вас были затычки с такой функцией. Немного больше задевает подключение по Bluetooth 5.2, а не 5.3. Хотя, если смотреть правде в глаза, каких-то серьезных недостатков просто так не заметишь. Это нужно делать подробные тесты по скорости подключения, качеству соединения и потреблению энергии.
В общем, обычный человек гарантированно не заметит никакой разницы, если до этого подключался по Bluetooth 5.3. Четвертое место топа занимают более популярные Samsung Galaxy Buds 2. Кто-то возразит, почему только четвертое место, а не какое-нибудь первое или второе, но Galaxy Buds, как айфоновские AirPods, не панацея. На рынке есть модели и получше. Главный недостаток в плане несовершенства Galaxy Buds заключается в том, что они не будут звучать так же круто при подключении к iPhone, как при подключении к Samsung или любому другому Android. Дело в несовместимости аудиокодеков. Наушники работают на AAC и SBC. Но вот для iPhone параметры AAC конкретно этих наушников урезанные, поэтому и страдает качество звучания. Для SBC никаких преград нет. Ну и радует, что здесь не стали цеплять пользователя маркетингом и ставить кастрированный Hi-Res кодек просто для привлечения внимания. Честный SBC со своими стандартными параметрами. Зато сделали упор на объемное звучание и предусмотрели Dolby Atmos. С ним, да еще и с адекватным шумодавом, наушники звучат реально круто. Но только если говорить о соединении с андроидом. Наушники не отваливаются, держат стабильное соединение и не показывают задержки. Можно смотреть фильмы, играть в игры и тем более слушать музыку. По автономности чем-то особенным не отличились, вместе с кейсом играют до 29 часов. Но если нужно больше, придется немного понизить требования, отключить шумоподавление, снизить громкость, не пользоваться режимом прозрачности. Хотя заряжаются они быстро, поэтому, имея под рукой Powerbank, можно без страха брать эти уши с собой в дальнюю дорогу. Кстати, еще понравилось наличие функции беспроводной зарядки. Можно удобно заряжать дома, не пользуясь кабелем. Тройку лучших открывает Anker Soundcore Liberty 4. Их я посчитал лучшими, чем Galaxy Buds 2. Во-первых, они даже подключаются по Bluetooth 5.3, а на бумаге это меньшая задержка, более быстрое подключение и лучшее качество звука. Плюс поддержка аудиокодека LDAC. Здесь он реализован лучше, чем у Huawei. Да и все-таки это Anker, он специализируется на более узконаправленных продуктах, а не на всем подряд. Поэтому над наушниками здесь явно постарались больше. Это чувствуется и по коробке, в которой приходят наушники, и по кейсу, в котором они заряжаются. Качественные материалы, замороченный и продуманный дизайн. Через месяц кейс не выглядит так, будто прошел 9 кругов ада, а 10-м стал ваш карман. Но намного важнее качество звука. LDAC передает больше данных с лучшим качеством, а вместе с Bluetooth 5.3 делает это быстро и стабильно. Поэтому наушники звучат реально круто для обычного пользователя. Но вот шумодав особо похвалить не могу. Он работает, как и у всех остальных. Где-нибудь в метро, в магазине или в автобусе проблем никаких, все глушит. Но вот если идти рядом с шумной трассой, создается ощущение, что шумодава и вовсе нет. Но все же это затычки, а не полноразмерные наушники, которые полностью скрывают ваши уши. В затычках же это дело можно исправить, подобрав амбушюры. Но это индивидуально, поэтому стоит хотя бы просто попробовать поиграться с этим. Под конец можно было бы остановиться на режиме прозрачности и автономности, но большого смысла в этом нет, так как они отлично работают. Можно не вынимать наушники, чтобы расплатиться на кассе или с кем-то поговорить. Ну и играть они будут около 28 часов с кейсом. Если нужно больше, вы знаете, что делать. Вторую строчку занимают Sennheiser CS Plus TW1. Довольно серьезный и авторитетный бренд на рынке аудиодевайсов. Оно и понятно, это их прямая специализация, в которой они чуть ли не постигли дзен. Эти наушники отлично дружат и с айфонами, и с андроидами, не перебирая. И эта универсальность, как по мне, очень важный параметр. Наушники работают с данными при помощи аудиокодеков AAC и SBC, а также aptX Adaptive. aptX Adaptive — это оптимально сбалансированный кодек, который и низкую задержку имеет, и с хорошим битрейтом работает. В общем, на уровень выше, чем AAC и SBC, но все еще не топовый, как оригинальный LDAC. Ну и плюс наушники подключаются по Bluetooth 5.2. А если прибавить хорошие динамики и нормальный шумодав, получается реально классное звучание. Чувствуется проработка не только низких и средних частот, но и высоких. Просто обычно они урезаются при неправильной настройке кодека или, например, несовместимости девайсов. Это, кстати, пример пары Galaxy Buds и iPhone. В случае же этих синхов никаких проблем нет. Плюс у них реально годное активное шумоподавление, которое избавляет от лишних звуков даже рядом с шумной дорогой. Ну и как же без режима прозрачности? С этим тоже никаких проблем. А что касается автономности, эти наушники вместе с кейсом могут играть примерно 24 часа. Тоже дискомфорта не доставят.
Но к серьезному нюансу хочу отнести их размеры. Наушники реально не маленькие, в ушах сидят плотно, не выпадают. Но, например, в ухо ребенку они могут не влезть даже с комплектными амбушюрами. Поэтому имейте это в виду при покупке, например, в подарок. Ну и еще один неприятный нюанс заключается в цене. Сейчас на Яндекс.Маркете их можно купить по скидке, уложившись в 10 тысяч рублей. Но на деле эти наушники могут стоить процентов на 10-20 больше. Поэтому нет никакой гарантии, что на момент, когда вы смотрите это видео, они стоят в пределах этой суммы. Лидером рейтинга стали наушники от Welltune S5 Pro. Здесь все просто и со вкусом. Нет никаких заморочек со стоимостью и акциями. Так сказать, цена-качество. Поддерживаются понятные аудиокодеки AAC и SBC. Что Android, что iOS без ограничений получают данные в высоком качестве без задержки. Вместе с 10-миллиметровыми динамиками из шерстяного композитного материала наушники выдают отличное звучание. Объемный звук и глубокие басы ощущаются в любом жанре музыки, а активное шумоподавление еще сильнее погружает в сцену, отрывая от постоянного шума. На улице ни ветер, ни дорога, никакая городская суета не тревожат и не отвлекают, поэтому в каких-то моментах стоит быть осторожным, чтобы не оказаться на капоте машины. Но если что, можно включить режим прозрачности. Также отдельно стоит выделить шумоподавление при разговоре. У этих наушников оно на высоте. Благодаря сразу 6 микрофонам и технологии распознавания речи Pure Voice голос звучит исключительно чисто. Поэтому наушники отлично подходят для работы, видеозвонков и конференций. Если разговариваете на улице, то технология защиты от ветра сделает ваш голос еще четче. Коннектятся с телефоном по Bluetooth версии 5.2. Стабильное соединение без постоянных отвалов и перебоев. Более того, экономит как можно больше зарядки. В том числе благодаря этому наушники работают до 34 часов вместе с кейсом. В крайнем случае за 10 минут можно подзарядить наушники так, что их хватит еще на 2 часа. Поэтому по поводу автономности вообще нет смысла переживать. Управление одно из лучших у этой модели. Продуманные сенсорные датчики, которые не срабатывают просто так, а реагируют только на прикосновение. С их помощью можно распоряжаться расширенным набором опций, принимать звонки, регулировать громкость, включать шумоподавление, вызывать голосового помощника и останавливать или возобновлять воспроизведение аудио. В общем, эти наушники уж точно не зря занимают первое место рейтинга. Я бы назвал их народными, так как за их стоимость производитель предлагает отличное звучание. А чтобы приобрести эту пару, не нужно ждать скидок и каких-то особенных поводов. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала Техревизор.